На одной из миниатюр, иллюстрирующих Гамилия Иакова, монаха из Кокинававского монастыря в Вифинии, Адам и Ева изображены дважды. В верхней части миниатюры они сидят на горе. Внизу, одетые в разноцветные шкуры, они изображены в небольшом домике у горы или даже в горе. Не очень понятно, как этот дом устроен. Справа, слева и внизу мы видим историю Каина и Авеля. В том, что все герои появляются на одной миниатюре несколько раз, нет ничего удивительного. На позднеантичных и средневековых фресках и миниатюрах это было совершенно обычной динамикой развития истории персонажей. Но откуда гора? В книге «Бытия» нет ни слова ни о какой горе. «И насадил Господь Бог рай», то есть сад, Пардес, в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. Вспомним, как чаще всего изображались Адам и Ева в это время. Вот шкатулка из слоновой кости начала XI века. Адам и Ева стоят у древа познания. Дальше, изгнанные из рая, печально сидят на пеньках. Вот мозаика XII века из собора в Монреале. Здесь Адам сидит на горе, об этом немного позже. Но никакого домика под горой нет и в помине. Но в Танахе гора – это все же непростое место. На горе Синай Господь является Моисею. На гору Мория Авраам приводит Исаака, чтобы принести его в жертву. Во многих культурах Ближнего Востока, и в частности в соседних древней Иудее Угаритской и Ханаанской, гора часто предстает как сакральное место, место для общения с божеством. Но в истории о сотворении Адама о горе не говорится ничего. Однако в книге пророчества Иезекииля появляется соотнесение Эдемского сада и Святой горы. «Ты» обращается пророк к царю Тирскому, хотя здесь есть разные версии, к кому он на самом деле обращается. «Ты находился в Эдеме, в саду Божьем, твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями, ты был помазанным херувимом, ты был на Святой горе Божией, ходил среди огнистых камней». Не будем сейчас пытаться даже разбираться, кто же был этот помазанный и что означают огнистые камни. Но заметим, что согласно одному из комментариев Вавилонского Талмуда, речь здесь идет именно об Адаме. И рай, соответственно, находится не просто на востоке, но и на Святой горе. Тем не менее, идея рая на горе никогда не была доминирующей ни в еврейских комментариях, ни в христианских. Как же она попала на византийскую миниатюру XII века? Как это часто бывает, через апокрифические тексты. Попробуем разобраться, что же, собственно, такое апокрифы. Тексты, повествующие о священной истории или содержащие божественные откровения, но не входящие в канон. В разные эпохи они могли быть популярны в разных общинах, почитались, переводились, переписывались и таким образом передавались следующим поколениям и даже конфессиям. Существовали и так называемые ветхозаветные апокрифы или апокрифы периода Второго храма. И вот как раз здесь идея рая на горе была очень популярна. Она появляется и в первой книге Еноха, и в книге Юбилеев. Есть много споров о том, кто написал эти тексты. Не меньше споров о том, кто их читал, почитал и переписывал. Во всяком случае, мы можем с уверенностью сказать, что первая книга Еноха пользовалась большим уважением в кумранской общине. Большая часть самых древних фрагментов была найдена среди свитков Мертвого моря. Это третий по частоте цитирования текст. Мы знаем также, что и книги Еноха, и книга Юбилеев были очень популярны среди ранних христианских общин, и прежде всего в Сирии. И, наверное, единственная христианская традиция, которая настоятельно утверждала, что Эдемский сад находился на Святой горе, была как раз традиция сирийская. Ефрем Сирин, христианский теолог и поэт, в своих гимнах о рае бесконечно воспевает прекрасный райский сад, полный удивительных запахов и пения птиц, находившийся на уходящей в небо горе, откуда Адам и Ева были изгнаны, но куда они должны вернуться. И именно в Сирии, не позднее VI века, появляется апокрифическая книга под названием «Пещера сокровищ», прямой иллюстрацией которой можно назвать миниатюру из Гамилия Иакова. Здесь надо добавить вторую миниатюру, которая является парой к миниатюре с изображением Адама и Евы на горе, стоит с ней на одном развороте и составляет с ней единую композицию. Что же написано в пещере сокровищ? «И когда Адам и Ева вышли из рая, дверь рая была закрыта». В каноническом тексте книги «Бытия» речи ни о какой двери нет.
И Херувим с обоюдоострым мечом был к ней приставлен. И Адам и Ева спустились с райской горы, и они нашли пещеру в горе и спрятались в ней. Здесь мы видим скорее небольшую хижину, но согласно пещере сокровищ, Адам и Ева прожили в этой пещере какое-то время, так что вполне могли обжить ее. История Каина и Авеля также происходит здесь в горном пейзаже, о котором нет ни слова в книге «Бытия», но который описывается в нашем сирийском апокрифе, что говорится в пещере сокровищ. И произошло так, что когда Адам, первый священник, кстати, мысль о священничестве Адама появляется впервые в апокрифах второго храма, в частности, в книге Юбилеев. И Каин, и Авель, его сыновья, спустились с горы. Сатана вошел в Каина и уговорил его убить Авеля, брата своего. И поскольку его жертва была отвергнута и не принята была перед Господом, а жертва Авеля была принята, зависть Каина к его брату окрепла. И когда они спустились на равнину, Каин восстал против своего брата и убил его. В собрании Гамиль Яакова эти миниатюры иллюстрируют плач прародителей об изгнании из рая. В самом тексте нет никаких указаний на райскую гору. Но миниатюрист, иллюстрирующий рукопись, видимо, был знаком с сирийской традицией, возможно, даже имел перед глазами иллюстрированную рукопись «Пещеры сокровищ» и решил воспользоваться ею как образцом. Здесь как раз нет ничего необычного. Начиная как минимум с IX века, сирийские александрийские рукописи были настоящей пещерой сокровищ для византийских, да и западноевропейских миниатюристов. Есть, например, замечательная работа Массимо Бернабо об античных селенах, ставших прообразами персонификации ада в христианских, сирийских, а затем и византийских рукописях. Вычислить существование более ранних прототипов, а в доиконоборческую эпоху большинство должно было быть либо сирийского, либо александрийского происхождения, можно, сравнив западноевропейские и византийские псалтыри с миниатюрами-комментариями. В византийской псалтире с маргинальными иллюстрациями, то есть визуальной глоссой на полях рукописи, появляется Адам, стоящий на горе и дающий имена животным, птицам и рыбам. В так называемой штутгартской псалтире Адам Христос, сидя на горе, также окружен всякой тварью живой и дает каждому свое имя. В обеих рукописях это не прямая иллюстрация текста, но комментарий. Стилистически они очень разные. В миниатюру из каролингской псалтири добавлено христологическое прочтение ветхозаветной истории, но матрица одна. Интересно, что эта схема сохранится на Востоке до нового времени. Вот фреска XVI века из монастыря святителя Николая в Метеоре. Поскольку у нас нет никаких свидетельств, что в Египте существовала традиция, помещавшая райский сад на горе, есть все основания предполагать, что источник здесь сирийский. Похожая схема и на мозаике с собора в Монреале, который мы видели раньше. Но о том, что авторы сицилийских мозаик XII века пользовались не только современными византийскими изографами, но и восточными доиконоборческими прототипами, писал еще великий Отто Демус. История Адама и Евы – история из еврейского священного писания, Ветхого Завета, как он называется в христианской традиции. Она была, безусловно, переосмыслена в свете Завета Нового, как мы только что видели на примере миниатюры из штутгартской псалтири, где честь дать имена животным и птицам оказана второму Адаму, Христу. Но миниатюра из рукописи Гамилия Яакова – удивительный пример того, как и неканоническая еврейская традиция может проникнуть в уже вполне сложившуюся христианскую иконографию. С вами была Зинаида Яровская, программа «Бог в деталях». Смотрите наши следующие расследования через неделю и подписывайтесь на наш канал «Идеи без границ».